верите ли вы в чудо, господа? Кто-то видит его повсюду, кто-то не замечает вовсе, утверждая, что в мире все во власти человека. Кто-то допускает его возможность, но называет совершенно другими терминами. Однако я уверен, что и первые, и вторые, и третьи однозначно согласятся. В случае с Дианой Анкудиновой другого определения просто не может быть. Диана уникум. Но не потому, почему вы подумали. Я хочу сказать, что вся ее жизнь уникальная и состоящая из парадоксов. Рожденная в боли, она окунулась в любовь и заботу. Пытаясь побороть речевой недуг, открыла себе настоящий вокальный дар. Воспитана в самой обычной семье, но известна уже на весь мир. Такая простая в жизни и такая ответственная на сцене. Кажущаяся до сих пор маленькой и хрупкой с виду, но как заглянешь вглубь, потонешь в бесконечном потоке древнейшей силы, вырывающейся из ее души, будто тянущейся со дня мироздания. Сегодня мы знаем ее как замечательную исполнительницу, способную завораживать целые залы. Put your blame on me. Don't put your blame on me. Но до этого нужно было еще дойти, и путь был долгим и тернистым. Однако уже в 5 лет Дианочка подает признаки великого в будущем артиста, исполняя заученные песенки из мультфильма. Ведь кто-то не любит детей. И первым этот огонек разглядел друг семьи, как его нежно называла сама Диана, дядя Саша. Мы со своей семьей пошли в гости к нашему знакомому, Варнаму Александру. Вот. И он вообще сам музыкант, он играет на многих инструментах, на гитаре, на саксофоне. Именно благодаря ему я полюбила вообще музыкальные инструменты, музыку. Вот. Ну, он первый, кто вообще рассмотрел во мне творческую личность, в том, что у меня вообще есть слух, какие-то данные. Для меня он именно дядя, даже больше был как дедушка. Я помню, когда я была маленькая, впервые пришла в гости к дяде Саше, и он тогда достал гитару и начал петь. Я не помню, какие песни, но я помню, что мне очень понравилась песня «Ой, мороз, мороз». И мы с ним вместе пели эту прекрасную песню, и он сказал моей маме, что у меня есть некие данные, у меня есть таланты, что мне нужно идти в вокалисты. Не просто разглядел, но и, вероятно, зажег небольшую искорку в сердце девочки. Открыл ей широкую дверь в мир музыки, будучи сам музыкальным человеком. В мир прекрасного, к которому неопровержимо уже тянулось все ее естество. Вы можете это увидеть, просмотрев любую абсолютно из старейших записей. Столкновение двух этих сил было предрешено судьбой. Дядя Саша не только лично привил Диане любовь к звучанию саксофона, но и с его подачи было принято окончательное решение отдать Диану в музыкальную школу, так как ей это требовалось, в том числе и для того, чтобы поправить речь. Следствие
тяжелого детства. Как говорила сама Диана, Я вообще в своей жизни, за свои 15 лет, я попробовала очень многое. То есть сначала я пела в ансамбле, потом я пела в трио, потом я перешла в дуэт, и так постепенно я перешла к сольному исполнению. и действительно, дуэт под названием «Малинки» с другой Дианой, Кузьминой, всего через год демонстрирует совершенное преображение Дианы уже Анкудиновой. Более того, это не ограничивается одним лишь пением. Ей удается и танцевальное ремесло, уверенное, пластичное движение, полное управление телом. Будто его контролирует и направляет что-то невидимое, внеземное. Это, кстати, по всей видимости, прародитель It's a Man's World. Но нет, никакой магии. Все во власти этой маленькой девочки. Наоборот, она сама сотворяет волшебство с остальными. Постепенно проясняется, что число ее возможностей не ограничивается одним лишь наличием голоса. Если такое могло произойти всего за год, то что же произойдет за 2? Это что? Это как? Восклицают люди. Сейчас восклицают, потому что тогда еще возможности лицезреть Диану даже на записи, а уж тем более вживую, кроме жителей Арсеньева, конечно же, не было ни у кого. Как такое может происходить наяву? Спрашивают они все. Попробуйте прямо сейчас прикрыть лицо Дианы ладонью и сказать, кто перед вами. Вы замечаете, смотря на все это, что, не учитывая лишь еще не до конца окрепший голос и небольшой рост, от взрослого исполнителя в сущности отличий-то нет. Ни толики неуверенности, ни капли боязни, полный профессионализм, погружение в образ и отдача всего, что есть внутри. Настоящая непробиваемая скала. Загибаем пальцы. Голос есть. Чувство ритма, музыки, танцевальное мастерство есть. Артистизм есть. То есть уже 3 таланта открыты всего за 2 года у 7-летней девочки. Список, уже позволяющий заявить, что ее может ждать хорошее будущее. Вы думаете, это все? Нет, это верхушка айсберга. С самого детства Диана поняла, что самое главное на сцене — это естественность. Веди себя так, как если бы вокруг никого и ничего не было. Лети туда, куда несут внутренние порывы. Повинуйся тому, что шепчет судьба. До самого конца, пока не прозвучит заключительная музыкальная нота, не выходи из этого состояния. А уже после можно расслабиться и поскорее убежать за кулисы. Сложно, нужно всегда не задыхаться и не волноваться. А как ты справляешься с волнением? Я собираю себя в руки, Это как? зажимаюсь в кулаки и говорю, что я справлюсь. И вот эта феноменальная трансформация личности между обычной жизнью и сценой, этот невероятный контраст станет в дальнейшем одной из отличительных черт юной дивы, который будет вызывать безмерное восхищение у публики. И это 4-я особенность Дианы Анкудиновой. Но Диану красят не только ее собственные таланты. Везде она пребывает в роскошных, ярких, элегантных нарядах.
за что стоит благодарить второго по важности человека. Первого и главного в жизни, но второго по важности в творчестве. Замечательную маму Ирину Анатольевну Поник, которая ради дочери, можно сказать, сменила профессию, научилась шить. Многие ли способны так кардинально поменять свою жизнь, да еще и с таким успехом? Не знаю. Диане уже 8, а она все хорошеет и хорошеет. И все яснее видны те самые черты, знакомые нам сейчас. Во внешности, в движениях, вообще во всем. Я сказал уже, потому что это уже полностью профессиональное осмысленное выступление. Она здесь звучит, как звучат девочки на музыкальных конкурсах в 13-14 лет, но она младше на целых 6. В 5 она еще новичок. В 6 уже ответственный, познавший азы и переходящий к более сложным вещам ученик. В 7, чисто крепкий, полноценный любитель, которого уже можно начинать отправлять в сольное плавание. В 8 это сформированный артист, который может выйти к зрителю и заставить того рукоплескать во всю силу. Ты не можешь это никак объяснить. Диана шагает семимильными шагами. Что творит мать природа? Она просто взяла ее в свои ладони и кормит, и кормит, и кормит растишкой, ускоряя не по дням, а по часам развития Дианы. Подобные успехи просто не могли привести ни к чему другому, кроме как к первому появлению на телевидении. Точнее, это было появление сразу 2 Диан из старого доброго дуэта «Малинки». Ну, по крайней мере, Арсеньевцы вас хорошо знают. Вы не пропускаете ни один праздник, ни одно мероприятие. Вот скоро Масленица. Вы там будете петь? Да. Вот она, первая ласточка. Диане 9, 10. Диана переезжает из Арсеньева в Тольятти. 11. Верхний регистр полностью освоен и покорен. Спасибо учителям Елене Казанцевой и Светлане Вовк. Слышите? Слышите низкие ноты? Их зародыш. Все. И первого, и второго уже достаточно, чтобы неискушенного зрителя типа меня оставить в холодном поту. Многие на этом и останавливаются. Для многих это вообще потолок. Для Дианы Анкудиновой это ерунда. У Дианы внутри, как дикий зверь, притаился еще один козырь. И очень скоро он предстанет всему свету. 2015-2016 год. К этому моменту Диана успела попеть и в хоре, и в ансамблях, сыграла в театре, приняла участие в общей сложности в более чем 50 конкурсах, завоевав кучу наград, побывала на радио, еще несколько раз засветилась на ТВ, была приглашена гостем на различные торжественные мероприятия, банально пела на улице ради собственного удовольствия. Где глаза твои стрижи скользят по небу пристально. Вы знали, что я вставлю эту песню, не так ли? Если 11-летняя Диана оставляла слушателя в холодном поту, то 13-летняя просто выворачивала у него душу наизнанку. В 13 лет она уже не просто круче минимум половины певцов и певиц, живущих на планете. В 13 лет в Диане оказался раскрыт 5-й дар, который большинство людей назвали бы самым главным, характеризующим ее, как позже народ даст этому название. Дитя земли, шаманка, девочка не из этого мира, способная входить в транс, что она, кстати, сама подтверждает, описывая свое состояние при исполнении особенно чувственных композиций. Дитя с даром делиться частями своей громадной, открытой, светлой души
с другими. Так ее назвали бы уже тогда, вот здесь. Но, к сожалению, кроме жителей Тольятти, они в этот период все еще мало кто знал. Понимает небосвод, что без тебя осиротел. Всем предельно ясно. Дальше ждать не имеет смысла. Пора совершать очередной уверенный шаг на пути уже к настоящей известности. Я не хотел трогать эту тему. Тем более все уже множество раз высказались. Но, во-первых, я тоже стоял в очереди. А моему каналу, как известно, всего ничего, я просто не мог сделать этого раньше. А во-вторых, дабы в будущем не делать реакцию на этот проект Первого канала, отмажусь прямо сейчас. Не имея в виду никого конкретного, общаясь с воображаемым человеком. Даже если предположить, что набор участников на передачу ограничен, и свободные места остаются только у одного судьи. У меня нет желания вникать в эту систему, но просто интересно. Тогда зачем, во-первых, проводить прослушивание, когда набирать народ некуда? То есть вариант, где достойными могут оказаться все, видимо, по умолчанию не рассматривается. И, во-вторых, даже если, как говорится, это, все говорят обычно, так оправдывают, если это просто шоу, как определяется, что одно шоу популярнее другого? Аудиторией, да? Просмотрами. И, наверное, аудитория тем будет шире, чем более уникальное зрелище она увидит. Но обычно это так работает. И, конечно же, не Йодель Тайм, не Женера Гретриан, исполненная Дианой здесь, находящиеся буквально во второй строчке выступлений по просмотрам за всю историю всех сезонов. Не те, что были дальше на НТВ, никак не могли классифицироваться как уникальное зрелище, по мнению этих воображаемых людей. Еще раз говорю, все персонажи являются вымышленными. Я бы сказал это про каждого, про кого угодно, поступившего в этой ситуации точно так же. Даже учитывая все это, вот такому воображаемому человеку, который живет себе да живет, вдруг судьба бросает новый вызов. Уникальный, единичный в его жизни, штучный. Его глаза расширяются. Он-то думал, что мир он вот такой, а на самом деле он вот такой. И тот неохотно признается себе. Нет, я, конечно, лучшим себя никогда не считал, но я-то думал, что нахожусь вот здесь, а оказывается вот здесь. А настоящий потолок, он многократно выше, он где-то вот там вот, высоко. Это что же, это получается, у меня есть реальная возможность совершить исторический поступок, принять ношу, которая сама идет мне в руки, не кому-то другому, а лично мне, вот именно мне, и поучаствовать в огранке этого бриллианта. Что же делать? Конечно же, я соглашусь на это. Такие подарки судьба делает лишь один раз в жизни. А ничего я не буду делать. Останусь где есть. Тут стабильно, спокойно, неплохо кормят. Вот это все. Трусость, роспись в собственной некомпетенции, отказ от прогресса. И понимает ли мой любимый воображаемый друг, что он этим поступком не просто сливается сам, но еще и перед маленьким чудом, способным на такое. И такое. И вот на это просто берет и захлопывает дверь, говоря типа, ты иди там, поищи сам другие пути, потратишь лишний год, 2, или может к совершеннолетию успеешь, аргументируя это тем, что он тому ничего не может дать. Интересно. Нечего дать, значит. Изначально подразумевается, что вокально, да? Но
Помощь ведь не только на этом ограничивается. Простите меня, по понятным причинам не беря во внимание семью, а люди, которые сейчас Диане помогают с организацией концертов, записью музыки, видеомонтажом, занимающиеся ее информационными ресурсами, маркетингом. Простой народ, который оказывал ей творческую, материальную, эмоциональную поддержку. Но вы знаете, среди всех этих людей же сплошь одни богачи и гении, ведь только от них она может получить все необходимое. Воистину, народный ресурс безграничен, я который раз поражаюсь. Здесь могло показаться, что я иронизирую, да? Но нет, ведь в действительности все так и есть. Почему-то. Таким образом, даже якобы не имея возможности оказать реальную поддержку, не было ни обещаний, да я сам из кожи вылезу, но подсоблю чем-нибудь. Не передача этого таланта тому, кто сможет с ним работать. Нет, тишина, даже руки не подали, и ничего не ёкнуло. Вот такой вот приколдес. Так окончился негативный опыт Дианы. А негативный ли? Да нет, я даже готов спасибо сказать. Сами же от себя ее отвели. От греха. Все, что сейчас было сказано, это личное мнение автора канала, не относящееся больше никому и ни к чему, кроме него самого и его воображаемых друзей. Спасибо. А Диана просто пошла другую дверь искать. На истинном пути, да преисполненная таким зарядом, что завершилось это все первым в ее жизни сольным концертом в 13 лет в Тольятти. Что? Мы не ослышались? Сольный концерт в 13 лет? Да, и в реальности это выглядит в 10 раз круче, чем на словах. Она просто переформатировала людей. Сейчас для тех, кто сумел тогда там побывать, это наверняка абсолютно уникальная история и память. На костер, идем на костер, иступленно кричит толпа. Какие бесподобные композиции, и как шикарно и по-новому исполненные. Здесь и феноменальный Мэвой. И Feeling Good. И даже «Там нет меня». Где птица белая в тоске, где птица белая в тоске, кружит у берега воды. Такое возможно только с приливом новых, доселе невиданных сил, мотивацией. Ну и определенные зачатки известности Первый канал все-таки обеспечил. В своем городе ее начали звать на всякие праздники, корпоративы, в торговые центры, на теплоход. Представляю уже как участницу проекта «Голос». И там ее сольные выступления полились рекой, обрастая такими красками, что смотришь и не можешь оторваться. Вот она, тень того самого грудного голоса, еще чуть-чуть и расколет фундамент застоявшейся действительности, от которой так устал народ. Дальше только финишная прямая, на острие которой... А вот тут мы откатимся чуть-чуть назад. 26 июня 1984 года на свет появилась Адила Седрая, гражданка Франции, певица и автор песен. При всем к ней уважении я опущу ее биографию, видео не об этом. В 2013 году выпустившая свой первый полноценный сингл под названием я произнесу это с уважением. Dernière danse.
Франция везунчики. Это не только настоящая столица музыкальных талантов, но и завораживающий, приятный для слуха язык. Песня оказалась хитом. Всего за 3 месяца она оказалась на 2-й строчке всех французских чартов. Чуть позже был снят клип, на котором прямо сейчас 700 миллионов просмотров. Ну и только заслышав знакомое название, я думаю, вы осознаете, что произошло дальше. Тут не нужны лишние слова. Песня попала в репертуар Дианы. Когда именно, ответит только сама Диана, но самая древняя запись, хранящаяся в интернете конца 2016 года. Вот она, поет ее дома. Abandonné, j'ai vol, 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 que d'espérance. Ce chemin tu absence. Еще так осторожненько, по-свойски. Теоретически она могла исполнить ее уже на голосе. Но изменило бы это что-то? Сомневаюсь. И знаете, я даже рад, что столь почитаемая народом песня там не запачкалась. Но это точно судьба. Все занимает положенное ему место и выстреливает именно там, где и должно. Ни раньше, ни позже. И она выстрелит. Ныне этих версий несметное количество. Выбирай, не хочу. Вот последнее исполнение Дианы Дернер-Данса в классическом виде. Песня окончательно прижилась. Диане уже удается и французский акцент, и интонация индилы, особенно в припеве. До начала 2-го сезона «Ты супер» остается 2 месяца. Как я и сказал, финишная прямая, на острие которой этот шедевр. Февраль 2018 года. Открывается 2-я глава одной из самых полюбившихся аудиторий передач на НТВ. Первый выпуск выходит на телеэкраны. В середине передачи ведущие объявляют Диане, что она следующая. Спасибо. В этот момент это был не просто стук сердца Дианы, стоящей перед огромными дверьми, которые на этот раз отворились перед ней, явив ей огромный мир, полный новых возможностей и сбывшихся мечтаний. Это стук сердца матери Земли, которая плачет от того, что ее любимое дитя наконец-то обретет успех. Прикольно. Вот так. Встреченная бурными овациями Диана переиграла всех, даже тех, кто о ней до этого знал и знал, чего ожидать. Она начала с необычайно низких для себя нот, вскрыв свой давно таящийся козырь, именно там, где он и должен был вскрыться, на передаче «Ты супер», обнажив свой 6-й дар. Юлиане Карауловой этого оказалось достаточно, чтобы нажать кнопку первой, буквально через считанные секунды. Нежное, чувственное исполнение. Девочка на сцене будто сама проживала то, о чем поет. Ее голос — это же контральто? Она и так может. Она не просто мастерская певица, она еще и уникальная певица. Это же почувствовали не только все зрители, сидящие в студии или перед экранами, но и Сергей Лазарев, шлепнувший по кнопке 2-м. Игорь Крутой — это матерый волк, повидавший многое и поучаствовавший сам много в чем. Особенно с Димашем-то под боком. Но настоящий дар, настоящую душу, источающую совершенную искренность, он не заметить не мог. Никто не может. И никто не вправе ее не замечать и преграждать ей путь. И он не стал. Продолжив традицию коллег, тоже нажал на кнопку.
Дальше был только туман, впитывающийся в мозг вместе с то понижающимся, то взрывающимся фейерверком голосом юной Дианы. И молот, вбивающий Купидонову стрелу в сердца каждого слушателя, в такт каждого возгласа «Данс! Данс! Данс!» И все. На последнем стуке нет больше прежней жизни. Это истинная любовь, окончательная и бесповоротная. Последним стражем, уходящей в этот момент старой эпохи, стал Виктор Дробыш. Но он задержался просто потому, что был под гипнозом, как и все остальные. Вот так, нехитрым образом, я аж целую реакцию на Дарнир Данс проекта «Ты супер» интегрировал в глобальное видео. Учитесь. Что было потом, уже не требует от меня описания. Слава, почет, народная любовь, подарки, приезд в Москву, за что благодарность конкретным людям и все остальное. Так и хочется на этом моменте завершить. И жили они все долго и счастливо. Я уверен, что так и будет. Но заканчивать я ничего не собираюсь. Пусть оно продолжается долго-долго. И чтобы этот великий путь видело не 3, не 4, а 10 поколений в мельчайших деталях. Чтобы можно было потом своим детям рассказывать длинную сказочную повесть о некой принцессе Диане. Так отрадно, что вот после этого и вот этого... Простите, что снова вставляю эту песню, но я настолько ее люблю в исполнении Дианы. И надеюсь, что она однажды снова начнет ее петь. В любом виде мне все равно. Я знаю точно, что меня вывернет наизнанку в любом случае. Что после всего этого теперь происходит вот это. Сейчас с каждого, там сейчас вижу каждого, ваши эмоции, ваше тепло, ваша энергия, она вся теперь здесь у меня в сердечке. Я в Москву с такой благодарностью вам поеду, вы не представляете. Я буду молиться за каждого, правда. Вы очень крутые, особенно те, кто подпевал. Ну вы просто супер. Я обожаю вас, Тольятти, вы самый лучший город на свете. Спасибо, пока! Я вначале сказал, что наша любимица шагает по совершенно отдельной от остальных дороге, выйти на которую помогла комбинация абсолютно всех событий, принятых решений и окружающих ее людей. Вы видели, сколько я всего перечислил на протяжении видео. И эти события продолжают происходить, и люди вокруг Дианы продолжают собираться. На данный момент ключевыми фигурами для нее, например, являются Брэндон Стоун и Мария Тарасенко. И я надеюсь, что людей, желающих поддерживать Диану, со временем будет все больше и больше. Поверьте, у вас есть такая возможность. И в отдельности хочется сказать спасибо последнему танцу. И ее автору, конечно же. Ведь помимо того, что это просто-напросто классная песня, раскрывшая полностью все существующие таланты и возможности Дианы, и помимо того, что именно благодаря ей я узнал об этом замечательном человеке, что в одно мгновение наполнило мою серую жизнь смыслом, именно она стала заключительной развилкой, которая открыла Диану для всего мира.